Ребята, сегодня у нас вторник, и я вам вчера обещал записать видео на тему экономической обстановки в России. И я его записал, между прочим, даже со своим лицом, как бы там вот, в нижнем углу, как все делают. Но я не знаю почему, там в комментариях, может, мне кто-то напишет и подскажет. Когда ты себя показываешь, да, в отдельном окошечке, вот как все блогеры делают, то у тебя получается видео занимает место, ну, на порядок больше, чем как бы просто ты делаешь захват экрана. И оно получилось, там я 40 минут как бы проболтал, и оно заняло место там порядка 20 гигабайт. Я его начал заливать, и никуда оно у меня не залилось. Причем, ну, как бы через VPN же заливаешь, еще и скорость там не сильно-то большая. И, в общем, план мой не удался. Но сегодня давайте поговорим с вами немного о другом. Как бы рынок, понятно, что вроде пока идет в ту сторону, куда и предполагалось, да, там чуть-чуть подрастает. Поговорим о мошенничестве со стороны фондов. Да, у тебя стартап, ты начинаешь привлекать деньги, соответственно, общаешься с фондами, какие-то рассылки делаешь и так далее, там, или к тебе там сами пишут многие. Ну, фонды, там частные инвесторы, по-разному бывает. И я вам сейчас расскажу пару интересных случаев. Как-то осенью пишет мне в Телеграм девочка и говорит: я там от такого-то фонда, ну, а фонд такой не маленький, тир 2, да, то есть с капитализацией там в миллиарды долларов. Ну и все, задает вопрос там о проекте, там туда-сюда, там вышлите мне там white paper и так далее, документацию. Ладно, я ей там все это высылаю. Проходит там несколько дней, может неделя. И девочка пишет, что вот нас как бы так предварительно все устраивает. Давайте создадим группу в Телеграме и там пообщаемся. Ладно, создает она группу, туда добавляются еще участники, там несколько человек. Начинаем опять обсуждать все это. По второму кругу как бы то же самое, что и с девочкой. Ладно, обсуждаем, я там какую-то документацию высылаю и так далее. Пишу, там рассказываю о проекте, куда мы двигаемся. Ну, в общем, проходит еще, наверное, недели 2 там обсуждений этих обсуждений. И они это говорят, ну, типа, мы там с владельцем фонда пообщались, как бы, надо созвониться и обсудить наши дальнейшие действия. Ну, ладно, созвониться, как бы нет проблем. Ну, единственное, они как бы в Америке, соответственно, это все происходит там уже в ночное время. Ладно, я приглашаю переводчика, потому что ну, по-английски я не говорю. Переводчик, там еще из команды там люди. В общем, нас там человека 4, и от них, получается, на созвоне какой-то управляющий и сам этот владелец фонда. Причем управляющий как бы по видео себя не показывает, а владелец фонда показывает. Ну, я предварительно как бы загуглил, он там более-менее публичный человек, как бы поэтому посмотрел, как выглядит, и думаю, ладно, хорошо. Общаемся мы часа 2. Ну, соответственно, опять спрашивают все то же самое, что и в переписках спрашивали, как бы, куда мы двигаемся, что они могут, что мы можем, там, и так далее. В общем, по проекту. Все это происходит часа 2. Причем они торопятся, вот нам давайте быстрее, нам, у нас там какая-то еще встреча, там что-то там туда-сюда. Ну, в итоге быстрее не получается, как бы проходит 2 часа. Они выдают, как бы все, мы типа готовы инвестировать, но мы как бы готовы инвестировать часть, а часть будут инвестировать типа наши партнеры. Ну, стандартная схема, да, ну, кто более-менее в крипте в теме, да, там заходит один фонд, подтягивает еще с собой 10, и вот они там по 50 тысяч как бы дают, и все нормально. Но чтобы мы своих партнеров могли подтянуть,
говорят они, вы должны стать нашим ограниченным партнером в фонде. Это так называемый LP. То есть вы платите минимальную сумму, чтобы стать этим ограниченным партнером, и мы как бы вас финансируем. Я как бы тут уже напрягся. Ну, какая-то странная схема. Я говорю, а сколько ограниченная сумма? Ой, ну минимальная сумма, то есть. Говорит, ну минимальная сумма, типа полтишок нам дадите, и все будет нормально. Ну, то есть вы платите как бы в этот фонд вносите там 50 килобаксов, станете ограниченным партнером, и мы как партнер как бы можем вас рекомендовать как бы другим нашим партнерам и там соберем. Сумма была там небольшая, что-то мы там обсуждали, порядка там 3 миллионов долларов надо было нам насобирать. Ну и все, ладно. Хоть я и напрягся, они говорят, мы вам через несколько дней как бы вышлем документы. Думаю, ну хорошо. Ну, с одной стороны, как бы понятно, что уже какая-то странная история, с другой стороны, как бы интересно. Ну ладно. Присылают они там через какое-то количество времени документы. Ну, там было несколько писем еще до документов, там, ну, не суть важно. Там, переписывались. Короче, сейчас я вам покажу. То есть документы нормальные. Сейчас я это открою. Само письмо. Да, то есть адрес почты, как бы все согласно как бы официального сайта. Нет никаких проблем. Соответственно, там документы. Сейчас поменьше сделаю. Меморандум там о намерениях, который не знаю там насколько уж он там юридическая силу имеет, да, вот типа полтинник вы кидаете, там тудым-сюдым, все вроде правильно, мы вам там полторашку даем, и еще там привлекаем там что-то там. Да, это раз, два. Это вот такая история. Так, что это у нас там? Ну маркетинговый план какой-то. Соответственно, здесь ничего интересного нет. Ну и НДА. Ну, соглашение о неразглашении. Ничего, естественно, это я не подписывал. Но как бы сам факт. Я дал потом замечания на эти документы. Там они что-то исправили. Я в это время как бы пишу самому ну, не управляющему, а главе фонда как бы в Твиттере сообщение. Ну, типа, Майкл, я говорю, да ты там на встрече был или нет, как бы у меня сомнения там туда-сюда. Никто мне ничего не отвечает, естественно. Этим товарищам я сказал, я говорю, зачем вам как бы этот полтинник, я говорю, давайте уменьшим как бы сумму. И все, они нет, и, короче, из группы удалились они потом в итоге в телеге. Проходит какое-то время, я выкладываю пост в Твиттере, что вот там такие-то схемы существуют. Ну, и называю как бы этот фонд. Ну, проходит буквально там пару часов, может, мне этот Майкл как бы сам пишет, типа, извини, Алексей, я там твое сообщение раньше не увидел, естественно, как бы мы не общались, это мошенники там. Туда-сюда попросил меня документы как бы эти выслать. Но суть в чем всего этого? То есть на какой уровень вышли мошенники? То есть по видео показывают, да, того, кого надо. Как бы он разговаривает, общается как бы с тобой. Ну, это для кого, ну, не новость, как бы, да, там и пранкеры там обманывают и, всех, да, там и так далее. Но это все равно же надо с этим заморочиться. То есть это же не просто так, ты сидишь, раз, там 3 кнопки нажал, и там хочешь там тебе Майкл с тобой говорит, хочешь Путин, хочешь Трамп. Второй как бы момент почта.
Ну, то есть почта оригинальная, которая указана на официальном сайте, как бы все буковки как бы четко, все совпадает. Второе, как бы документы. Документы все равно более-менее грамотно составлены, как бы, да, там есть какие-то ошибки, неточности, но они потом это все исправили. То есть я думаю, что, ну, документы они, наверное, брали с какой-то реальной сделки, ну, то есть просто меняли там название стартапа, да, ну, суммы, понятно, и название, как бы сам текст, как бы он оригинальный. И вот такие истории страшные творятся, бывает. Ну, это первый вот вариант обмана, это у меня такое было как бы один раз. Да, люди заморочились. Второй вариант. Пишет тебе там, допустим, кто-то на почту или там в телегу, да, и говорит, вот мы там группа частных инвесторов, мы ищем проекты, вот готовы вложиться, давай-ка мы, друг, с тобой как бы пообщаемся. Общаются. Сначала это происходит там в Телеграме. Потом начинаются созвоны. Ну, то есть уже вот эти товарищи как бы себя не показывают уже. То есть по видео нет, только голос. И все. Здесь уже схемы там разнятся. Ну, в общем и целом, как бы происходит следующим образом. Как бы созваниваются с тобой, разговаривают, потом говорят, что вот как бы вот сейчас я поговорил, но мне еще надо обсудить с партнером, может еще с партнером созвонимся, то есть ты условно там час-полтора как бы с ними разговариваешь первый раз, да, потом с партнером еще там, допустим, разговариваешь еще там полтора часа, да, потом они говорят, как бы мы пошли подумаем, ну хорошо, подумаем, идут думать, и потом третий раз уже созваниваются как бы. И причем там происходит следующим образом. Они тебе говорят, вот мы там с партнерами посовещались, подумали, все обмозговали. Вот, Алексей, типа, радуйся. Мы приняли решение инвестировать, ну, суммы там разные, на самом деле, там, условно, от миллиона там, до 2-3, без разницы, по-всякому бывает, на что у них там фантазии хватает. Дальше происходит как бы следующее. Дальше опять идут разговоры, что ты должен сделать страховку жизни, там еще там моменты как бы многие. Да, что где ты живешь, ну и так далее. Там уже нюансы идут, да, которые ты там еще 2 часа обсуждаешь. Кто где там, какие страховки. Там, ну, выписки со счетов просят и так далее. Что у тебя там какие-то деньги есть, что ты вообще существуешь, а не где-нибудь там в Африке сидишь там на пальме и там мозги всем компостируешь. Ладно, с этим окей. И дальше как бы подводят к чему? Мы должны убедиться, что у тебя есть деньги. Я говорю, окей, как бы нет проблем. Я говорю, могу предоставить вам как бы выписки там с банковских счетов или выписки там по картам, там еще какие-то расходы, доходы, ну как бы нормальные документы. Да, как бы на английском вам надо, как бы нет проблем, на английском как бы предоставлю. И нет, говорит Алексей, ты не понял, нас интересует как бы крипта. То есть ты нам должен просто вот по видеосвязи как бы показать, что у тебя на кошельке лежит условно там минимум там 150 тысяч долларов. Я говорю, а зачем вам, как бы, ну, на кошельке я вам могу дать, как бы, нормальные документы, как бы, на кошельке это я вам могу показать, как бы, что угодно, или там знакомого попросить, как бы, чтобы он мне там кинул эти 150 тысяч, там, да, я вам покажу, как бы, и скину ему обратно. Они, нет, надо именно так, вот у нас партнеры такие замороченные, и ты нам должен, как бы, показать, что у тебя на кошельке есть деньги. Я говорю, я, во-первых, не хочу, как бы, вам ничего показывать. Во-вторых, как бы, ну зачем, если я вам предлагаю документы, то есть документы официальные вам не нужны, как бы, а здесь вам надо вот что-то показать по видео, и вы мне тут на слово поверите. Они говорят, ладно, Алексей, хрен с тобой. Говорит, не хочешь показывать документы, давай, говорит, сделаем по-другому. Давай ты, говорит, создашь пул, положишь туда условно 150 тысяч долларов и свои токены. И как бы все. И нам этого как бы будет достаточно. Мне тут уже как бы смешно становится. Я думаю, совсем что ли они там считают, что мы какие-то дебилы.
И говорю, я могу создать пул, но, говорю, он как бы будет закрытый, и я его не буду открывать. Просто туда как бы деньги закину. И все. Нет, что-то другое я им говорил, он тоже про пулы. Что запамятовал. Вон что им. Я говорю, я закрываю как бы продажи на сайте. Ну, то есть, понимаете, да, если я как бы в пул положу свои токены и деньги, как бы эти дебилы могут купить как бы токены с сайта, как бы, и деньги оттуда забрать. Ну все. Я говорю, как бы, ну, открою и быстро закрою, как бы. Нет. Говорит, такой вариант тоже как бы не канает. То есть у тебя должен быть пул открыт там, условно, там на час, на два. Ну, как бы я-то уже понимаю, что это как бы мошенники. Мне уже не интересно с ними особо разговаривать. Я говорю, нет, ребята, так не пойдет. Я говорю, идите в одно место. Как бы до свидания. Вот, это такая вот вторая часто встречающаяся схема. Ну, вот как-то так, я думаю, может кому-то будет полезна эта информация, кто собирается делать свой стартап, там, привлекать какие-то деньги, да, чтобы были в курсе. Поэтому на этом все, ребята. По рынку там чуть попозже сделаю видео. Ну, а про экономическую ситуацию в России уже, не знаю, буду записывать, когда будет вдохновение. Потому что так, когда записываешь там час ролик, и потом как бы приходится его выкинуть, по сути. Ну, наверное, можно там уменьшить разрешение его какое-то более-менее маленький размер привести. Но я, честно говоря, уже удалил его. Поэтому, не знаю, потом, может, заново перезапишу. Так, ладно, все. Всем пока. Надеюсь, что-то, какую-то полезную информацию вам дал.